Приветик, ребята! Ну что, давайте начнем нашу первую тренировку в тренажерном зале. Как вы поняли, мы начинаем все с самого начала. Новички, присоединяйтесь. Сегодня у нас будет круговая тренировка, то есть мы будем прорабатывать все наше тело на одной тренировке. Начнем мы, как всегда, с разминки, но разминка у нас будет в виде кардио-тренажера. И начинаем нашу пробежечку, начинаем с самой меньшей скорости и идем до шестерочки. Нагоняем скорость постепенно. Вообще лучше всего делать интервальный бег. Немножко побежали, остановились, медленный шаг, потом опять ускорились. Но все это в основном будем делать после нашей тренировки. Сейчас наша цель именно разогреть организм. Итак, давайте начнем нашу силовую тренировку. Как я уже сказала, у нас сегодня круговая тренировка, то есть на всей тренировке мы будем прорабатывать все наши мышцы. Самая главная цель для новичка, как я уже говорила вам, повторюсь еще раз, это подготовить ваше тело к серьезным силовым тренировкам. Мы будем брать два упражнения и работать с ними по очереди. Одно упражнение, переходим ко второму, потом опять берем первое, потом второе. Так у нас будет 3 круга с этими двумя упражнениями. Когда мы их заканчиваем, делаем небольшую паузу, максимум 3 минуты, и переходим ко второй двойке. Между упражнениями у нас отдых не должен превышать 1 минуты. То есть мы закончили упражнение, и когда мы переходим ко второму тренажеру, это и есть у нас отдых. Мы делаем все как можно скорее. У вас должна быть цель как можно скорее выполнить всю эту тренировку. Ну что, поехали? Итак, первое упражнение у нас на пресс, на римском стуле. Самое главное здесь подготовить наши мышцы кора, то есть пресса, к дальнейшим упражнениям. Мы облокачиваемся назад, руки перед собой, и спина у нас немножечко уже круглая. Спину мы до конца не кладем. Скручиваемся, то есть спина у нас круглая должна быть здесь. Делаем выдох. Опускаемся, поднялись. Выдох, вдох, выдох, вдох. Сильно не спешим. Сделаем 25 повторений, 20 до жжения. Вы должны почувствовать жжение в мышцах. Есть. Поехали дальше. Сразу же у нас как раз находится тренажер рядом, гиперэкстензия. Подстраиваем его под себя, так, чтобы валики находились чуть ниже тазобедренных костей. Вы должны почувствовать, что вы можете хорошо опуститься, что вам ничего не мешает. И руки перед собой, за головой, как вам удобнее, за головой будет тяжелее подниматься. Мы опускаемся до угла 90 градусов. И поднялись до параллели с полом. Выдох. Опустились. Чувствуем растяжение задней поверхности бедра, ягодиц и нижней части спины. Выдох. Это тоже такие укрепляющие упражнения, подготовительные. Выдох. Тоже 20-25 повторений. Работаем на износ, на выносливость. Поэтому не жалеем себя. Сильно закидываться назад, вот так прям, не нужно. Вот именно до параллели, чтобы вы вместе со своими ногами становились в ровную линию. Значит, сейчас мы опять переходим на пресс, сделаем опять 25 пресс,
потом опять гиперэкстензия, потом опять пресс и потом опять гиперэкстензия. То есть 3 круга каждому упражнению. Так, следующие 2 упражнения у нас будут выпады с гантелями и жим лежа на наклонной скамье. Берем гантельки, их вес подбирайте так, чтобы вы смогли сделать 15 повторений. Конкретно 15 повторений. Не то, чтобы вы смогли потом еще сделать 20 штук, но так, чтобы вам было тяжело это делать. Берем гантели в руки, становимся прямо и делаем выпад поочередно. Сначала левая ножка, опять же следим за коленом, да, все мы уже давным-давно должны знать, что оно не должно выходить за носок, и обратно. Выдох. Вперед, обратно. Делаем 15 повторений. Отлично. И теперь этими же гантелями мы будем делать жим. У меня 4 килограмма. Опять же, вы берете столько, сколько вам будет удобно. Делаем опять же 15 повторений. Облокачиваемся, закрепляем ножки хорошо, чтобы они у вас никуда не девались. Прогибчик сохраняется в пояснице. Руки держим ровно. Локти опущены назад. Поднимаем гантели, держим равновесие, да? Не должно быть такого, что идет одна рука, потом вторая. Делаем это все одновременно. До конца локти не выпрямляем, чтобы не перенапрягать трицепсы. И напрягаем на уровень, поднимаем на уровне глаз. Опустили. Хорошо растянули грудные мышцы. Выдох, подняли. Вдох, выдох. Медленно опустили, резко подняли, опустили, выдох. Чем ниже вы опустите локти, тем больше у вас будет растяжение грудной мышцы, а это очень хорошо. Мы делаем как раз на горизонтальной скамье, не делая угол, для того, чтобы нагрузка распределилась равномерно. Если, конечно, мы будем делать угол наклона скамьи, то, допустим, если он будет высокий, мы будем работать над верхней частью груди. А если наоборот мы опустим скамью, то, конечно, будет нижняя часть груди работать. А мы распределяем нагрузку равномерно. Есть. Так, поехали наша третья уже двойка. Это разгибание ног лежа, и потом мы пойдем на разведение рук с канаткой. Поехали. Ставим удобный для вас вес на 15 повторений. Опять же, сильно много не работаем, в первые дни особенно. Облокачиваемся на скамью. Смотрите здесь внимательно. Ось вращения ваших коленей должна совпадать с осью вращения самого тренажера. Таз у нас плотно прилегает к скамье. У вас не должно быть такого горба, попа должна быть плотно прижата. Держимся за рукояти и поднимаем. Валик касается к ягодицам и опускаем ножки. Не бросаем их, держим в напряжении. 15 повторений. Фу, отлично. И поехали сразу же. Сразу же подходим к канатке. В принципе, она должна быть в всех тренажерных залах. Закрепляем ее у верхнего блока. Ставим удобный вес на 15 повторений.
Отходим немножечко назад. Одна нога спереди, вторая сзади. И смотрите внимательно. Ваши локти должны здесь прижаты. Должны быть прижаты к вашему корпусу. У вас теперь только двигаются руки. Они разгибаются. Как бы разводим ее в стороны. Работает трицепс. Последние разы вам уже должно тяжело даваться упражнения. Фу. Вот больше всего люблю упражнения на руки почему-то. Между переходами на упражнения каждые 10-15 минут вы можете сделать глоточек воды. Это обязательно воду пьем в течение тренировки. У меня за всю тренировку где-то пол-литра точно уходит. Так что не забываем про воду. Дальше следующее упражнение у нас это сжим платформы ногами. Мое полотенечко, без него никуда. Я ставлю удобный для себя вес, опять же на 15 повторений. Сейчас мы будем делать обычный классический жим. Ноги ставим чуть-чуть выше платформы, для того, чтобы в большей степени проработать именно бицепс бедра и ягодицы. Сегодня у нас будет, допустим, так, да? Носочки немножечко разведены в стороны. Поясница плотно прижата к самой скамье, голова облокачивается назад. Снимаем поручни. И теперь смотрите, мы опускаем ноги как можно ниже для хорошего сгибания колени, но чтобы слишком острое у вас не было оно. И выжимаем платформу. Здесь очень важно не выпрямлять колени до конца. Это самая грубая ошибка в принципе этого упражнения. Особенно все выталкивают прямо эту платформу, и такой чуть ли не треск получается в коленях. Это очень опасно. Делаем такую маленькую пружинку. Выжили, выдох. Опять же медленно опустили, резко подняли. Опускаем как можно ниже колени. Чем больше амплитуда движения, тем лучше. Отлично. Ставим. Я всегда боялась, что эта штука на меня упадет. На самом деле ничего страшного нет. Главное всегда вовремя поставить эти поручни. Ну что, и последнее упражнение на сегодня – это жим верхнего блока сидя. Ставим вес. Опять же, удобный для вас. Даже 25 я поставлю себе. Вот так. Хватаемся за рукоять. Где-то чуть шире плеч, да? Так, чтобы ваши локти создавали угол 90 градусов. Садимся. И смотрите здесь внимание. Вы должны сразу посмотреть вверх, и вот эта палочка должна быть на уровне ваших глаз. Многие очень именно назад упирают. Это самая распространенная ошибка, потому что у вас будут здесь работать руки, никак не спина. Многие вперед сильно выходят. Вот самый центр. Закрепились ногами. И начинаем опускать грудь. Теперь мы подаем вперед. Опустили руки, да? Потом подняли и немножечко округлили спинку. Как бы тянемся вслед за самой конструкцией. Опустились. Грудь вперед. Выдох. Вдох. Выдох. Резко, да? Опускаем. Медленно поднимаем. Выдох. Вот видите, она к центру груди должна идти. Вы должны следить за ней. Выдох. Корпус на самом деле совсем чуть-чуть отходит назад. Больше грудь идет вперед.
Именно так у вас будет работать спина. И мысленно вы должны думать не то, чтобы вы руками тянете, а сводите лопатки сзади. Тоже очень такой главный момент. Вы должны свести лопатки. Выдох. 15 повторений. Отлично. И повторяем эти двух упражнений 3 раза. После чего мы с вами уже начинаем идти на кардиотренажер. И будет наша основная работа на кардиотренажере. Все, что мы делали в начале, да, вот эта разминка на кардиотренажере, это была действительно разминка. Сейчас у вас должна быть основная кардионагрузка для вашей выносливости и, в принципе, для жиросжигания. Что я вам говорила очень часто, что после силовой тренировки нужно делать основное кардио. Не менее, чем 20 минут. Так что поехали. Тоже начинаем с медленного шага и немножечко ускоряемся. Перед пробежкой все-таки сделайте небольшой перерыв, где-то хотя бы минут 5, чтобы восстановилось дыхание, чтобы не так тяжело было бегать с самого начала. И ускоряемся до 9, до 10 километров. У нас пульс должен быть в зоне 120-140 ударов в минуту. Это такой уровень жиросжигания.